CS2 активно добавляются переработанные и обновленные карты. Многие гранаты и бусты исчезли из нового движка, однако пропали не только некоторые фишки, но и исправилось большое количество багов и уязвимостей из CSGO. Все знают или как минимум слышали о коуч-баге. Многие удивились, какое большое количество тренеров было замечено в абузе данного бага. Сегодня речь пойдет об еще одном эксплойте, который, по моему мнению, может дать даже большее преимущество, чем знаменитый тренерский баг. С вами Реквием, давайте же начнем. Возможно, те из вас, кто часто играют в Verpass, сталкивались с багом в коротком, когда вы идете в приседе, прижавшись к стенке трубы, и ваш экран внезапно становится черным. Этот баг многие случайно находили еще много лет назад. Он также появился и у меня, но я, как и другие, не придал ему особого значения. Спустя некоторое время я вспомнил баги и пересмотрел запись Shadowplay с того матча. Затем я решил ради интереса повторить свои действия с видео на разминке игры на Фейсите, и получился вот такой вот результат. Ваша модель как будто бы провалилась под землю, при этом открывается вид на болото, монстр и почти весь Б-сайт. Признаюсь честно, что я захотел повторить этот баг и во время игры, но у меня не получилось. После матча мне стало интересно, как этот баг работает. В интернете ничего про этот баг я не нашел, поэтому создал карту с ботами и решил проделать все, как было на моем повторе. Но ничего не получалось, сколько бы я ни пробовал. Тут я понял, что этот баг не работает на локальных серверах, поэтому мне, чтобы протестировать, пришлось заходить на простой DEM-сервер, и спустя какое-то время у меня все-таки получилось. Кроме того, что этот баг дает большое преимущество, его использование очень сложно отследить. Человек в спектаторе видит все как обычно, то есть камера у него находится сверху, как и должно быть. Аналогичная ситуация и с демками. Затем я нашел клип на Reddit с похожей ситуацией, но уже на Инферно. К сожалению, тут пост был удален, и видео или скрина у меня не осталось. Но вот прошли годы, в CS я играл не слишком часто, в основном только для того, чтобы забрать еженедельный кейс или поиграть напарники с другом. И вот выходит очередное обновление в CSGO, одним из пунктов значился фикс некого эксплойта с отделением камеры от модельки игрока. Я сначала подумал, что наконец фиксили этот баг, но зайдя на DM, проверив эксплойт, все по-прежнему работало. Оказалось, что в changelog шла речь о баге, где камера игрока в начале раунда могла случайно залететь вверх на некоторую высоту. Я думаю, у многих был этот баг. Но история данного эксплойта не заканчивается, ведь относительно недавно Mneti показал такой же эксплойт, но уже на карте The Anubis. Сейчас же, когда проходит закрытый бета-тест CS2, я вновь вспомнил про него и решил записать видео про этот эксплойт. Попытавшись повторить все как и было, у меня вылезал постоянно черный экран при попытке сделать погружение по текстуры. Однако я заметил, что модельки игроков все равно было видно. Даже при таком неполноценном баге, при помощи мини-карты можно было без проблем понять местоположение игроков. Более того, можно было бы видеть игроков не только B-сайта, но и на А-сайте, Heaven, ABC и на банане. Я уверен, что есть люди, которые могли злоупотреблять данной уязвимостью на полупро и про уровне в течение многих лет, ведь этот баг существует чуть ли не с момента выхода CSGO. Скорее всего, подобные забагованные места есть и на других картах соревновательного пула, помимо Verpass, Anubis и Inferno. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что даже если это видео получит большое распространение, то вряд ли Valve будет что-либо фиксить, ведь скоро выйдет CS2. На этом все, спасибо за просмотр, всем пока.